Как обрезать голос или сэмпл, создать автоматизацию громкости и эффектов в FL Studio. Привет! Сегодня я покажу основные приемы работы с сэмплами или голосом. Расскажу, как создавать клипы автоматизации, громкости, панорамы и эффектов. Поехали! Начнем с главного инструмента Slice. Переводится как резать или нарезать. Допустим, мы хотим разрезать наш сэмпл в этом месте. Нажимаем левой мышкой и, не отпуская, тянем вниз. И видим, что режется совсем не там, где нам нужно. Это из-за привязки к сетке. Подключаем привязку, выбрав на вкладке None. И попробуем все-таки разрезать там, где мы хотели. Отлично. Перетянем в сторону отрезанный кусок. Если случайно отрезали не там, это можно быстро исправить, потянув за край сэмпла. Но проверьте, чтобы была выключена опция Stretch. Когда она включена, сэмпл будет растягиваться или сжиматься. А нам в данный момент нужно просто подправить наш неровный рез. Поэтому выключаем Stretch и исправляем. Чтобы не тратить время на оттягивание линии реза и случайно не отвести его в сторону, что приведет к неровному резу, можно использовать клавишу Shift. Зажимаем ее и выбираем место, где хотим отрезать. И сэмпл разрежется в этом месте ровно по вертикали. Далее, если вы закидываете сэмпл в плейлист, не забудьте поставить привязку к сетке на Line, чтобы избежать ошибок и не искать потом, почему отстает звук. Часто добавленный сэмпл не подходит по темпу. Чтобы это исправить, нажмите на сэмпл 2 раза и подберите ему нужный размер. Если растягивание было значительное, то вы услышите изменения в питче или даже неприятные артефакты в звуке. Исправить это частенько помогает смена режима растягивания – Stretching Mode. Обычно это Resample или Auto, но можете поиграться и с другими режимами. Есть еще одна полезная опция, которая мне часто пригождается. Это Make Unique. Она делает именно этот сэмпл уникальным, то есть копирует его. Это бывает необходимо, если вам хочется что-то поменять или изменить только в этом сэмпле, а не во всех. Например, если я включу плавное появление на этом сэмпле, то, как мы видим, он появляется везде, где есть наш сэмпл. Но нам, допустим, нужно сделать это только на этом сэмпле, чтобы поставить его в начало. Поэтому открываем меню, нажатием в левый верхний угол сэмпла и выбираем Make Unique. И всегда, чтобы не путаться, сразу меняю цвет. Изменяем его как угодно. Таким образом можно копировать и делать уникальными все, что есть в плейлисте. Вы добавили сэмпл, но он слишком тихий, а громкость уже на максимум. FL Studio может автоматически нормализовать такой звук до 0 дБ. Включается это тут. И сразу же рассмотрим два параметра. Это реверс, при включении которого наш сэмпл переворачивается и начинает играть с конца. И pitch.
Теперь перейдем к автоматизациям. Автоматизация создает автоматическое перемещение связанного с ним элемента управления. Если своими словами, то можно задать команду крутить, например, ручку громкости вниз или вверх, тогда, когда мы это укажем. Вот как это выглядит. Открываем меню сэмпла, автоматизировать и выбираем громкость или панорама. Возьмем громкость. Создался клип автоматизации. Опустим его ниже для удобства. Это наша громкость. Точки автоматизации всегда измеряются в процентах. Вверх это 100%, а низ это 0. Создаем новые точки правой мышкой, а тянем и двигаем левой. Чтобы удалить точку, жмем на нее правой мышкой и выбираем Delete. Изменять кривизну перехода можно, потянув на кружочек между точками. Послушаем, что делает наша автоматизация. Эта автоматизация также будет работать в любом месте, где есть этот сэмпл. Так же, как и сэмпл, ее можно по-разному редактировать. Например, копировать. И заметьте, что если менять в одной, меняются все. Потому что мы ее копировали. Если это нам не нужно, то делаем ее уникальной. Также ее можно удлинять и укорачивать. Наведите на край верхней полосы и двигайте в сторону. Кстати, если ее укоротить, то наша громкость остановится там, где заканчивается наш клип автоматизации, и изменяться не будет. Быстренько пробежимся по параметрам. В фокусе выбираем автоматизации, опция Step, при включении которой появляется карандаш, которым можно быстро рисовать и удалять много точек. Опция Slide позволяет двигать точки вместе. При выключении двигаем только одной. У меня обычно включена. Далее рассмотрим меню точек. И видим под меню Mode. Это все варианты перехода между точками. Меняем размер за среднее кольцо между точками. Разные регуляторы можно автоматизировать, нажав на параметр правой мышкой и выбрать Create Automation Clip, будь то громкость, что мы уже проделывали, панорама или включение и отключение канала. Также автоматизации можно создавать на регуляторах плагинов, будь то эффекты или синтезаторы.
Я думаю, вы поняли это. Есть еще также очень важная опция WFL, которая помогает создавать автоматизации на любых установленных плагинах или синтезаторах. Допустим, открываем любой установленный синтезатор, рисуем ноты, и чтобы, например, создать клип автоматизации на параметре котов, мы должны нажать на кнопку Multilinks to Controllers. После того, как она загорелась, покрутим параметр, на который хотим создать автоматизацию. Потом жмем правой мышкой на Multilink и создаем автоматизацию. Все, параметр можно автоматизировать. Ставьте палец вверх, если был полезен, и подписывайтесь. Крутых треков вам. Пока.